Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. И вот это интервью вы ждали, просили в комментариях. И, конечно, следили за событиями и перипетиями, которые разворачиваются вокруг Макса Рудоды с Максимом Рудодой. Макс Рудода на связи, известный блогер, украинский на связи. Здравствуйте. Значит, в чем оказия? Буквально некоторое время назад выходит видео, которое разрывает YouTube, потому что набирает под 3 миллиона просмотров, о том, как Макс Рудода, известный детский блогер, который специализируется на социальных экспериментах, давайте так назовем это. Ну, в том числе. Известность широкую получили вы именно из-за социальных экспериментов, связано с ТЦКшниками, вообще с жизнью, с разными, скажем так, встречами людей постарше и помоложе. То есть, на самом деле, большой канал, живой интерес и ситуация в стране располагает. Но тут Макс Рудода выехал и показал, как он это сделал. Выбежал. Давайте так, не выехал, выбежал, выплыл. Можно еще и выплыл, понимаете? Да, хотя были все варианты утонуть. Увы. И попасться. Да. И вот тут возникает самый главный момент. Все видели эту историю, пересказывать ее не будем. Ссылка на канал Макса в описании к этому видео. Традиционно, если вы еще не видели, перейдите и посмотрите. Конечно, видео топ и рассказаны такие очень интересные подтексты. Но важен другой момент. А что ж в Украине случилось такого, что приходилось с такими мучениями, с такими... фактически спецоперацией, да, выбираться наружу. Когда был тот момент, и с чем самая главная мотивация, с чем связана? С ситуацией в личном, личные обстоятельства, ситуацией общественной, ситуацией в стране, ситуацией с войной. Во-первых, большое спасибо за вопрос, Александр, за то, что вообще в целом у нас сейчас интервью. Это мое первое интервью, причем в режиме онлайн. Я немножечко могу как-то вести себя странно, потому что это мой первый раз. Так что прошу зрителей не сильно меня судить строго. Я посматриваю ваш канал. Соответственно, мне было интересно именно с вами поговорить. И вы часто со своими экспертами обсуждаете политическую ситуацию в Украине. И многие из них говорят, что там тоталитаризм, там нет демократии, нельзя говорить инакомыслие. И, казалось бы, эти эксперты, они уже давненько выехали из Украины, они не проживают внутри страны, они слышат от кого-то. А тут непосредственно я столкнулся с этим. Казалось бы, я снял банальный социальный эксперимент. Что будет, если разговаривать на русском языке во Львове? То есть я в этом эксперименте показал, что наоборот, во Львове плюс-минус абсолютно все равно, на каком языке ты разговариваешь. И что самое примечательное, я показал в этом эксперименте, что, как правило, когда человек, а особенно женщина или девушка, видит камеру, что мы снимаем, она включает такого ярого украинца, который «А чему это ты размовляешь на российский?» А если камеры нет, то эта грань стирается. Абсолютно все равно, на каком языке я разговариваю. Все со мной лояльно разговаривали, вели диалог. И нашей власти это не понравилось. Почему я сейчас говорю такие аспекты, власть, и как это на маленького блогера обратили внимание? Но хочется отметить, что был такой радикал Гамнул, Ганул, некоторые его называют Гамнул, и он вылез в сеть, это был такой очень, популярный радикал в Одессе, он занимался разной чернухой в Одессе, а я жил в Одессе, как вы понимаете. И тут внезапно мои друзья скидывают мне, что я у него засветился, собственно, в телеграм-канале, в маленьком. То есть для меня это не то, что блогер, то есть просто какая-то пустота. То есть, я слышал, какой-то там толстый мужичок, лысый, бегает, пытается что-то доказать кому-то. Звезды сбивает. Звезды сбивает, он там и рисовал, кучу. То есть реально в Одессе его не уважали, в Одессе его не любили. Этот человек был один из инициаторов, собственно, и пожара Дома профсоюзов, между прочим. И ему все сходило с рук, потому что, как потом оказалось, он сотрудничает с 3 буквами в Украине, и ему дали четкую установку – гасить Макса Рудода. То есть всеми методами сделать так, чтобы я замолчал, чтобы я больше, как это так, простой парень, резко показал, что, оказывается, в Украине можно разговаривать и на русском языке, можно и на украинском. То есть, понимаете, самый лайтовый ролик. И уже в моменте зачатия
власть принимает решение, что, ну, а мало ли что может произойти дальше. Нам лучше это в зачатке уничтожить. Так и происходит со многими. То есть почему я об этом говорю? Потому что в Украине многие блогеры, многие лидеры мнений, они только начинают заикаться о том, что какая-то ситуация происходит беспредельная в стране, то сразу же, буквально в этот же день, ну или на следующий, к ним уже стучатся в двери, и заходят такие, знаете, большие дядьки, которые спрашивают с них. Собственно, я это еще ощутил на себе после простого ролика с языком. После чего, знаете, как мне потом рассказали люди, у него была такая мысль, что я испугаюсь, что он меня запугает, и я прибегу к нему, стану на колени и буду просить о пощаде. Пожалуйста, извините, что я показал такое. Но мне было абсолютно все равно. Я его не замечал. Он там что-то угодно мог делать, там искал меня по Одессе, он там бегал. Но что хочется примечательно сказать, да? После этого он слил в сеть все мои паспортные данные, включая фактический адрес проживания в Одессе. Этого адреса не было нигде. Вот нигде. То есть вот я занимаюсь блогингом уже около 8 лет. Соответственно, я снимаю, и многие, возможно, меня узнали по социальному эксперименту, который я снял сейчас, но я снимал социальные эксперименты еще и 5 лет назад, и 6 лет назад, и 7 лет назад. И если вы зайдете на мой канал и начнете листать видео вниз, то вы обратите внимание, что, возможно, многие ролики вы и видели. И тут резко вся радикальная тусовка Украины узнает обо мне, что я вот такой, и узнает мой адрес. После чего начинается заказуха в социальных сетях. То есть все топовые одесские паблики, такие как Одесса Инфо, там плохая Одесса, назовем это так, да, не будем в эфире говорить, они все начинают просто, знаете, вот выливать грязь на меня, что я агент Кремля, что я ИПСО, что я насмехаюсь над украинцами. Хотя я подчеркиваю, это еще не было ролика с ТЦК. Это я просто снял ролик о языке. И уже на этом этапе власть начала уничтожать все, что связано со мной, чтобы я боялся, чтобы я больше и не заикался ни о чем, что может происходить в стране. Я еще себе, знаете, вот зарекнулся еще в начале военных действий, я говорил на русском языке и записывал часто истории в Инстаграм, и мне многие начали писать: а чего это ты разговариваешь на русском? А почему это ты так вот... Я понял, что ладно, я лучше пока на политические темы говорить не буду, потому что накал очень большой. Но в связи с тем, что начало происходить в стране, в связи с тем, что это, знаете, вот как некая волна, которая начала накрывать сначала вот понемногу, а потом начинается шторм. И это шторм с ТЦК, с беспределом, когда людей хватают на улицах, просто уничтожают, просто запихивают в бусики. И все это началось, как ни парадоксально, с города Одесса. Давайте, я хотел бы просто сейчас, ну, чтобы было понятно, да, мы стартовали с того, почему вы уехали, просто я хочу просто понять, ну, Ганула же застрелили. Так. Ну, то есть... Вы понимаете, что на одном Гануле не держится страна, вот. И таких, как Ганулов, очень много. И вот это очень интересно. Смотрите, ведь мы же говорим о периоде, ну, сколько там уже, больше года назад. Давайте год назад. Около года, больше года. Да, вот. И этот период, когда там о вас заговорили, о том, что действительно, я, если честно, даже когда, может, какие-то ролики и видел, действительно попадались, вот этот львовский, но я не думал, что львовский ролик будет настолько, скажем так... Никто не думал. Для вас особенно, когда вот, грубо говоря, с началом нашей беседы вы вот прям его отмечаете. Хотя ролик и ролик. Нет, ну, понятно, ну, есть, конечно... Это некое начало. Ну, есть, конечно, какой-то... Нет, резонанс большой был, действительно, но, ну, сказать, что это прям что-то криминальное и такое настолько переломное в вашей конкретной судьбе, ну, я бы, например, не мог. И вот тут вы говорите Ганула, но его же стреляют, его нет. То есть, соответственно, вы продолжаете заниматься тем, чем вы занимаетесь в Одессе, и, тем не менее, пытаетесь бороться с системой. А что это был тогда за период такой, да, в момент... Как вы узнали, что его не стало, и какие, ну, собственно, переживали события вот в тот период времени? Смотрите, я сейчас посмеялся непосредственно не над смертью этого Ганула, а над тем, что хочется подчеркнуть, что у меня
после ролика с ТЦК возникло куда больше проблем, нежели после ролика с языком. То есть тогда на меня активно начали там делать заказухи, соцсети. Кстати, примечательно, Артем Дмитрук – это один из первых людей, который написал мне, когда сразу Ганнел начал на меня там кричать, визжать. То есть он написал мне, сказал, какая-то будет, может быть, помощь нужна в Одессе или еще что-то, за что ему признателен, между прочим. Конечно, я не воспользовался ничем, но тем не менее. В основном все это проигнорировали, то есть, ничего страшного, да, но очередной парень, который столкнулся с этим. Потому что, я подчеркиваю, в Украине это постоянно. Любой человек, который, знаете, вот только в зародыше, да, там маленький, у него 10 тысяч подписчиков, 5, ему стоит только заикнуться о чем-либо, что его не устраивает, то, что он смотрит по сторонам, по улицам, и он наблюдает за всем этим беспределом. Его сразу все уничтожают. И тут я понимаю, что у меня уже, когда я выпустил ролик с языком, у меня же вот в конце каждой части было вот название там 1 из 8, 2 из 8. И когда я выпускал ролик с ТЦК, вернее, с языком, я уже прекрасно понимал, что я не смогу существовать внутри страны. Я понимал, что меня начнут искать, у меня будут проблемы с органами, потому что я жил в Украине. Я не жил где-то там в другой стране, которая издалека смотрит, а что там будет? Я был там, понимаете? Я знал, я видел, что происходит. И я понимал, что если я выпущу все ролики, которые у меня отсняты, то в лучшем случае меня найдут где-нибудь в подвале СБУ. Живого, радостного, который будет рассказывать за Україна, тепер ми розмовляємо тільки українською. Но я, как человек такой, знаете, дальновидный, я просто снимал, понимая, что публиковать это, находясь в Одессе, находясь в своей квартире, там, где я обычно жил, это опасно для жизни. И, казалось бы, я вот сейчас говорю какие-то вещи о том, что опасно для жизни, какой-то ролик на Ютубе, а непосредственно государство Украины, оно борется с этим. Они борются с любым инакомыслием. Они борются с любой иной точкой зрения. Из-за этого, когда некоторые говорят, там, почему люди не бастуют, почему люди не выходят на протесты, на улицы, я смотрю на это с улыбкой, потому что, как правило, все эти люди находятся уже далеко где-то за Украиной. Они далеко, они уже не внутри страны, они уже выпали из этой реальности. А я был там. Я понимал, что ты не можешь выйти на улицу. И люди за меня тоже не выйдут на улицу, потому что они боятся. Я их понимаю прекрасно. Потому что если ты сейчас парень, ты вышел на улицу с плакатом, опа, ребятушки подходят, бусик подъезжает, и тебя в этот бусик. А я был в ТЦК. Я был внутри этой системы. Меня тоже, знаете, по всем этим коридорам водили. Это, я думаю, мы еще отдельно с вами проговорим, правильно, про ТЦК. Я там более порассказываю всю эту ситуацию изнутри. Но вы правильно сказали, я это понимал. После выхода с языком я понял, что ролики с ТЦК, это будет очень опасно. И мне пришлось скрываться. Я не жил на своей квартире. Мне пришлось уехать из большого города. Я жил в маленьком, такой в халупке. Понимаете, я не выходил на улицу, я не контактировал с людьми, я боялся, что меня прослушивают. Я боялся, что за мной следят. И это все вот я испытал на своих плечах. Простой украинец, простой блогер, парень, который рассказывает, что куда уже? Остановитесь. Вы же занимаетесь геноцидом украинского народа. Хватит. Понимаете? И если вот вы верно подметили, что, возможно, вы и не видели мой канал до этого, потому что я снимал социальные эксперименты, я снимал некий развлекательный контент, я снимал формат «Ей всего 15», в котором главная суть была показать, что я против того, что мужчины берут силой девушек, женщин, но в контексте ситуации, то есть я смотрел по сторонам, я смотрел на улицу, я смотрел, как людей забирают. Как я могу продолжать снимать про «Ей всего 15»? Как же я могу снимать про измены? Когда вот правда, которая возле меня. Я человек, который занимается блогингом уже 7-8 лет. На меня ответственность, но какая-то лежит на моих плечах. Да, я могу забить, как многие другие. Ай, все прикольно, донатьте, я теперь за СБУ, я теперь вместе с вами. Давайте, ребята, больше на фронт, быстрее, давайте. Мы сейчас будем отвоевывать, как они все говорят. Были такие предложения? Не было, потому что, честно говоря, не было. Потому что после этого все начало... И даже если были бы, я ни в коем случае бы не согласился. Как многие из вас понимают, я бы легко, мог бы занять эту нишу. Я бы красиво делал, я бы рассказывал, Но это обман. Обман населения, обман граждан, обман тех людей, которые меня смотрят. А как вы могли заметить, мой крайний ролик набрал
практически 3 миллиона меньше, чем за месяц. Набрал 30 тысяч комментариев. Из них большинство – это украинцы, которые поддерживают то, что я говорю, которые видят все, что происходит. Ну, просто им нужен некий рупор, который будет об этом рассказывать. Ведь многие люди, которые смотрели ролик, они были шокированы. Шокированы тем, что происходит 24/7 в Украине. Тем, что людей хватают и запихивают. Том, что там нельзя говорить ничего. Потому что вот, и на своем примере показал, что будет, если ты начнешь что-то делать. И я, понимая, что на мне лежит этот вот груз ответственности, я понял, что мне нужно снимать о том, что в первую очередь тревожит жителей, о том, что тревожит вообще, в принципе, население. И, собственно, я придумал этот план из 8 роликов, и причем на этом я, конечно же, не заканчиваю. Теперь я выехал из Украины, у меня есть возможность говорить и записывать с вами интервью, потому что я вас уверяю, что я бы просто сказал «Здравствуйте» своему Максу Рудода, все, дверь бы уже выломалась. Там бы уже эти ребятки стояли и говорили «Привет, мы с 3 букв, а вот пойдем со мной». И я, вот, понимаете, из-за этого вот перешла вот эта вот небольшая, не то что реструктуризация, да, моего канала, но я немножечко изменил вектор, потому что это важнее, на мой взгляд. Люди гибнут, люди умирают. И я хочу об этом говорить. Я хочу давать возможность другим людям высказываться. Почему, как вам видится, это стало возможным? Вот я хочу Что просто именно? понять причины, как вы их трактуете. Ну вот смотрите, 22 год, да? То есть я тоже примерно там 1,5 года назад был в Украине, тоже примерно понимаю, о чем речь. Тогда это все вот только начиналось, уже те все варианты бусификации, коррупции ужасной в ТЦК, они уже были первые эпизоды, уже это все, собственно, приобретало вот эту звериный оскал, но тогда подводили как раз законодательную базу под это. Да. Очереди бешеные в ТЦК, там, допустим, Да. Там, ну, например, мой военный билет... Это был май 24 года, если быть точным. Мой военный билет, он как бы до сих пор в ТЦК находится, там, да, какой-то резерв плюс есть, потому что они не выписывали эти билеты, там, а твои какие-то там данные, какие-то там твои, им все равно, им тогда стало понятно, им плевать, есть у тебя бронь, отсрочка, что-то, какие-то поводы, причины не служить, им все равно. И потом это все сейчас вот переросло в это. Но в чем первопричины? Меня вот интересует, мне интересно, как бы ваше видение. Ведь это же те же украинцы, ну, те же ребята, те же, там, кто-то из них бывший военный, кто-то никогда не служил, но они сразу представлены к ТЦК. Это же украинец, как бы хватает, бьет, избивает, выбрасывает, если нечего с него поиметь, из буса где-то в лесу, еле живого, а может уже и не живого, да, выбрасывает. И это все во время войны под светлым началом защищать родину. Получается, что обман не только вот это, ну, мобилизация или там защита Родины стала обманом, да и вся война получается какой-то обман. Вы сказали очень большой спич. Я тоже потом с вами могу отдельно поговорить насчет своего военного билета, который сгорел в Луганском военкомате, между прочим, потому что я сам из Луганска. И войну я еще застал в 2014 году. То есть я был в Луганске, когда его обстреливали, То есть я ощутил все это еще тогда. А насчет касаемо того, что вы говорите насчет ТЦК, в моем понимании люди, которые там работают, они не совсем-то и люди, они людишки. Потому что вот даже в моем ролике про язык я вышел на львовский рынок и начал разговаривать с бабушками. Они лояльно относились к тому, что я говорю на русском языке. И там одна бабушка вкинула такое слово, что вы понимаете, что негативно кричат, визжат, брызжат вот этой вот желчью только людишки, а не люди. И вот тут я хочу сказать, что ТЦК, во-первых, это людоловы. Это я даже не могу представить, знаете, вот давайте так. Они не думают, что будет потом, когда война закончится. Они не будут жить в Украине. Вы думаете, они будут здесь, они останутся? Они подождут, пока люди вернутся с фронта? Нет. Они что делают? Большие дяди, они воруют как не в себя. По-моему, какой-то эксперт, я готовился к ролику про ТЦК, теневой оборот более $2 миллиардов у ТЦК.
$2 миллиардов. Вы вдумайтесь в эти цифры. То есть там деньги, они просто рекой. И мало того, эти же ребята, у них есть нормы. А если они не закинут, то они сами поедут на этот ноль. Причем хочется отметить, что я вот сейчас готовлю большое расследование на свой YouTube-канал. Он будет касаться такой темы забронирования. И там я вскрыл некие факты очень интересные, что некоторые наши госслужащие, депутаты, они своих сыновей запускают в ТЦК. Представляете? То есть они служат в ТЦК, а потом им дают, что УБД, они вот где-то там. То есть люди непосредственно там, они не думают о том, что это какой-то Вася, да, это чей-то сын, это чей-то муж, это чей-то, возможно, отец. Им все равно, у них только цифры, понимаете, цифры. Блин, если сейчас я его туда не закину, я сейчас сам поеду, а я не хочу туда, я там уже был, но в большинстве своем ТЦК там не были. Понимаете, в чем основной аспект? Там они рассказывают, ой, я там был, таких немного. В основном это люди, которые сейчас работают в ТЦК, в основном это даже по гражданке. Вы обратите внимание, все эти ролики, которые сейчас происходят, то есть там есть, допустим, там 2 пиксельных и 2 в гражданке. Почему в гражданке? Да они просто берут, крепят людей. Там уже вот недавно был скандал о том, что какой-то известный одесский авторитетный, да, вот этот, авторитет какой-то там служащий от ТЦК. То есть ТЦК – это некие бандиты. То есть если раньше в 90-х были бандиты, да, которые там бегали с автоматами, стреляли, то сейчас в нынешней Украине бандиты переформатировались в ТЦК. И теперь они занимаются бандитизмом. Они, вот как некоторые уже были случаи, когда на Западной Украине просто ребят с улиц похищали, кидали в подвал, избивали, забивали и просили, чтобы они скинули деньги, причем большие деньги. Некоторые переписывали свои бизнесы таким образом. То есть что сейчас стоит, допустим, я Варвара. Сосед у меня какой-то алкоголик, он мне надоел. А Варвара берет, алло, ребята, у меня тут вот друг, а он вот почему-то не служит. И потом ТЦКшники подходят, стучатся или просто ждут, или ждут в подъезде. Все. А Варвара уже такая, ну что ты, сука, а? Ой, что, и что ты? И таких случаев просто десятки тысяч по всей стране. Люди сдают других людей. Есть ситуации, когда просто в коридорах подъездов написано, что в такой-то квартире живет ухилянт. Понимаете? И сдают. Так что сейчас я, честно вам скажу, я не могу назвать их людьми. Я не могу назвать их людьми. Для меня ТЦКшники – это людоловы. И потом вот через запятую пошли нецензурные, скажем так, слова, которые бы здесь я не хотел озвучивать. Макс Рудода, ухилянт? Я могу сказать гордо. Да, я ухилянт. И я этим горжусь. Сильно. А вы? Смотрите, я просто не примеряю на себя вот эти все новомодные. Нет, подождите, вы ухилянт, да или нет? Да, наверное, вот. Для многих людей да. Для себя нет. Я же спрашиваю, как вы о себе. Нет, подождите. О себе я не могу сказать, что я ухилянт, потому что это долгая история, которая длится еще с Луганска. То есть, понимаете, я уже застал все это. Мне кажется, что вот сейчас любая страна, которая на меня смотрит, они боятся, чтобы я к ним уезжал. Потому что я жил в Луганске, там началась война. Я переехал в Украину, началась война. Вот в какую следующую страну я перееду, знаете, вот было бы страшно за эту страну, потому что они бы сказали, парень, ты явно несчастливый. И из-за этого, конечно, я не могу назвать себя ухилянтом, потому что я, давайте так, ладно, пускай я буду ухилянтом для всех, пускай будет так, не хочу оправдываться, не хочу говорить какие-то там ложные вот эти вот формулировки, которые никак не имеют значения к настоящему. А настоящее заключается в том, что я сейчас нахожусь не в Украине, и я рад этому. Я безумно рад, потому что я бы там был не то что ухилянтом, а мне кажется, каким-то политически преследуемым блогером. Это минимум, который бы я там смог себе заработать. Извините, что я время от времени смотрю сюда, просто у меня здесь экран. Нет, смотрите, тут дело такое. Как бы я вас прекрасно понимаю, я сам жил и работал в Луганске, потом переехал, потом война, потом, в общем, да, это конечно... Я вот из-за этого и начал смотреть, потому что узнал, что вы из Луганска. Это прекрасно. То есть, то, что человек
как бы пытается радоваться тому, что есть, на самом деле положение у всех незавидное. Ну, то есть, хорошо там, где нас нет, хорошо, собственно. И таких людей миллионы, которые выбрались из этой страны под разными предлогами, с разными историями. Некоторые пытаются тыкаться через эту границу несколько раз, некоторые теряют деньги, здоровье, имущество, некоторые теряют жизни. О чем говорит ваш путь выезда через вот эту Тису? Ее как бы опорочили в украинском информационном пространстве как только нельзя. Значит, через Тису плывут слабаки. Тиса стала именем нарицательным вообще в принципе, конечно, да? конечно. Символом. Так сделали, так подстарались. В общем, каждый барбершопный воин, какой-нибудь эксперт, который выходит на телемарафоне или в таких, в сетках, да, он постоянно эту Тису говорит: Тиса, Тиса. Да, да, юмористы 95-го квартала на сцене об этом снимают сценки. Да, то есть, и вы понимаете, но многие задаются простым вопросом. Я как бы человек, который, то есть Луганск, там, да, есть такая речка Северский Донец. Да. Она большая, это там третья река. Широкая, да. Третья река по ширине в Украине. И, в принципе, там плавали, знаем. Примерно понимаем. Тоже плавали, тоже знаем. А эта Тиса, при всей ее там скалистости, подлости течений, что там люди мрут? Никто не может понять. Понимаете? То есть, там ее просто... Ее перепрыгнуть можно, эту Тису, если так хорошо разбежаться. Но, тем не менее, это стало там рекой Стикс. Да, рекой между загробным миром и миром жизни. Как вы оцениваете, почему вот так, да, предстает эта Тиса? И в чем проблема переплыть такой небольшой участок водной преграды? Смотрите, во-первых, когда я собирался, я понимал, что я буду уходить из Украины нелегальным способом, естественно, потому что на границе бы меня сразу остановили, я сразу бы уже был там в полиции, потом в СБУ, потом это дальше. У меня были, по-моему, 3 или 4 разных варианта. Первый вариант это был через горы. То есть ты банально просто идешь там километров 15-20, в лучшем случае, тебя довозят до определенного участка, потом там дают карты или там какой-то проводник, который тебя ведет через эти горы. И ты идешь и, в принципе, пытаешься как-то увильнуть среди всех других. Второй вариант – это машина. Тебя на машине через блокпосты, через все эти штуки в багажнике там или где-то еще везут, довозят до определенного участка, и тебе буквально 100 метров нужно пробежать, и ты уже за границей. Был способ Тиса. Тиса – это был самый жестокий, самый опасный, самый нелюбимый способ любого человека, который собирается уходить. И я начал гуглить, начал смотреть информацию. Оказывается, что действительно там многие люди погибали, много людей сносило. Также там опасно в том, что перед рекой там буквально, наверное, метров 100 дороги из камней. Из-за этого на обзорных вышках пограничников они смотрят в бинокль, и там все, знаете, вот как на ладошке видно. И я как-то, знаете, вот до конца не думал и не верил в то, что мне выпадет самый ужасный вариант – это бегство через Тису. Потому что я напомню, что мы ждали варианта на протяжении 1,5 месяца. То есть там были люди, которые безопасились, просто оберегали меня, назовем это так. Так а почему вы ждали 1,5 месяца? Погодите. То есть это прям целая процедура? То есть, это невероятная процедура, потому что именно в тот момент, когда мы собирались перебегать, у нас было все схвачено, все хорошо, но в тот момент на границу свезли новые экипажи патрулей, новые СБУшники, пограничники. Они постоянно меняются, и ты не знаешь, когда это произойдет. И люди, которые занимаются переправой, тоже. Но они буквально там за день, за два, естественно, все это узнают там по местным, вы знаете, как это все работает у нас в стране. То есть где-то там кто-то сказал, где-то кому-то заплатил, и все, люди уже знают. Соответственно, нам сказали, что не вариант, и мы ждали этот вариант. И именно в этот день нам сказали, что есть только один единственный вариант – это плыть через Тису. У нас не было других, то есть там идти через горы, там подъехать там, да, и так далее. Но я понимал, что если мы задержимся еще на неделю, то не факт, что меня не найдут в Украине, понимаете? Потому что я в первую очередь боялся своей безопасности. Я понимал, что меня ищут, я понимал, что я рискую своей жизнью. И это вот сейчас я говорю, да, типа кажется, что какие-то гиперболизирующие слова, но это факт. И
когда нам говорили про Тысу, нам сказали, что там будет просто по щиколотку, по колено. И я смотрел видео, я примерно понимал, что да, зимой, там, когда снег сходит, она такая широкая, а в тот период времени, когда я бежал, там не должно было быть ничего. И нам проводники сказали, да вы не переживайте, там будет по колено, по щиколотку. И я к этому и подготовился. Хотя нам выдавали там и нарукавники, и круг надувной, все это в путь-дорогу. Я сразу вспоминал все эти ролики, когда людей задерживают на границе, там, с нарукавниками, с кругами. Я еще думал, о чем люди думают? Но там, в этой стрессовой ситуации, ты стоишь, понимаешь, тебе нужно плыть, тебе дают этот круг, ты думаешь, круг, хорошо, нарукавники, хорошо, ты не анализируешь, ты не думаешь. И вот момент, я пропущу этот вот длинный этап, как мы бежали до Тысы. И представляете, вот я думаю, что это просто по колено, это по щиколотку. И я подбегаю и вижу, что это огромная река, как Северский Донец, как вы сказали. Только в отличие от Северского Донца, там течение невероятное. Это просто горная река, которая просто вот сносит все, сносит камни, не говоря уже о людях. И когда мы бежали, к этой реке, то есть у нас не было возможности остановиться, подумать, посмотреть, какая вода, а где лучше. Мы просто бежали, как в последний раз. Мы понимали, что по нам могут стрелять. А почему я об этом говорю? Потому что, как это ни странно, но я показал, что в погранзастава, в которую нас отвезли в первый раз, когда я попал вообще на Западную Украину, и нас просто из-за того, что ехал на день рождения, остановили по беспределе на трассе и доставили в погранзаставу. Это была первая погранзастава в Украине, которая застрелила человека. И это не какие-то сказки. Люди, пограничники, да, они реально стреляют, они реально, и об этом не пишут, об этом не рассказывают в соцсети. Это просто скрытая информация, а человек потом без вести пропавший. И я понимал, что по нам могут и стрелять, по нам там и дроны, и все остальное. И представляете, я подбегаю к реке, я делаю шаг, два, и меня уже сносят. Я начинаю плыть. Многие там писали, спрашивали в комментариях, как там вода, было ли холодно. Ребята, я был на таком адреналине, я вообще не чувствовал, какая там вода. Холодная, горячая. Мне главное было выбраться из Украины. Я начал просто гребсти. Я реально плыл, и понимаете, я просто делаю раз, два, я смотрю по сторонам, там, где бежит мой друг, и еще третий, и я очень далеко от них, очень далеко, и я понимаю, что нас сносит, и сносит невероятно быстро. Это был мой первый опыт вообще погружения в горную реку, а там, невероятно просто оснащающе. И причем, что хочется сказать, я уже, казалось бы, переплыл, и ты смотришь и понимаешь, что вот уже близко берег, то есть там все можно просто попробовать ножкой. Я проверяю ногой, а там глубоко. То есть, казалось бы, река вроде бы как небольшая, да, кажется, но она очень глубокая. Ты делаешь пару шагов, и ты уже проваливаешься, все, потому что река, она просто намывает, она, понимаете, она углубляет эту вот реку. И я беру, пытаюсь проверить дно, и я, знаете, вот захлебываюсь. И в этот момент я действительно начал дико паниковать. Потому что я вспомнил все эти случаи, когда люди тонули. И я тот человек, который не понимал, а как там можно утонуть? Какие могут быть вообще проблемы с рекой? И тут я оказываюсь в этом, что я, понимаете, вот так вот кряхчу, пытаюсь как-то бороться. И что самое примечательное и ужасное во всем этом, с нами плыл третий человек, третий парень. И он взял с собой бревно. Он с этим бревном бежал, чтобы переплыть реку. И он начал плыть на этом бревне. И в какой-то момент, когда я переплыл, когда мой друг Леха переплыл, я смотрю, по центру реки плывет этот парень на этой, вот понимаете, на этом бревне. Он его отбрасывает, начинает плыть, но он не может. Он захлебывается, он кряхтит, он просит о помощи, а уже так далеко. Некоторые в комментариях мне писали, а как это так, ты там не помог ему, ты не спас. Ребята, это горная река. Там не было возможности прыгнуть дальше и как-то пытаться его вызволить. Тогда бы нас тоже туда бы всосало, потому что там невероятное течение. И вот знаете, мы долго ждали, когда же он переплывет, но мы не видели этого момента. Мы, когда сдавались румынской полиции, мы сразу же сказали, что там третий человек.
пожалуйста, сделайте так, найдите его, он там. И они отправили следующих полицейских, которые там шустрили, понимаете? И потом, по истечению 2 дней, нас собрали в большую тюрьму. Туда, это человек 40 с огромной части границы, и его там не было. Не было нашего 3-го человека, который плыл с бревном. Соответственно, тут 2 варианта. Либо же его нашли пограничники, либо же он утонул в этой реке. И когда я говорю «утонул в этой реке», это не какая-то ирония или юмор. Я рассказываю вам то, что я лично видел. Это не просто река. Это ужасная, смертеподобная, водяное что-то, преграда, которую очень тяжело переплыть. Просто это не так, что там, река, переплыву. Невероятно тяжело. И наш 3-й, вот уже ролик набрал 3 миллиона просмотров, и до сих пор мне никто не написал ни в соцсети, ни на почту о том, что я живой. Понимаете? Нет. Все, у него осталась семья в Польше, 2 детей. Это был простой фармацевт, понимаете? Он работал в аптеке, никому не мешал, никого не оскорблял, просто работал свою работу. И тут резко заявляются и говорят, что ты теперь служишь, ты теперь будешь боронить Украину. Почему? Зачем? Вот как-то там, да? И он начал пытаться придумывать варианты. И когда я вижу, когда комики из 95-го квартала насмехаются, смеются над теми, кто переплывал Тысу, у тех, у кого не получилось переплыть Тысу, у меня задается, я пройдусь по ним в следующем ролике, для меня будет очень показательно, как они говорят в интернете и что по факту. Никто же из них не воюет, никто же из них не в резерве плюс, да? Они помогают деньгами, там уже включили военных, которые говорят, если кто-то Жеку Кошевого там обидит, я в рыло дам, они нам вампиры поставляли. Жека Кошевой это вообще очень такой парень, знаете, он луганчанин, вы тоже знаете, да, и когда я видел, что пришел Зеленский к власти, я надеялся, я верил, как и миллионы других людей, что он решит этот конфликт. И я верил этим парням, да, казалось бы. Они сделали вот так, понимаете. А почему обманули? Вот сейчас разгораются жуткие скандалы вокруг... Его гасят как могут. С Миндичем, с воровством, где вот такие парни, лучшие друзья из ближайшего окружения, получается, обманывали всю страну. И сейчас, когда в Украине нет света, тут же нужно добавить еще и то, что объективное, условия войны. Да? Одессу обстреливали как не в себя. Там, где вы жили. Да. Где это было. У меня куча кружочков, я так вот записываю, там где-то шахеды летят, то есть там, это очень много у меня всего этого, я все это знаю, я все это пережил. Плюс обстрелы, опасность, без света, ТЦК, то есть тяжелое экономическое положение. Это все так думают, что там. Нет, люди живут обычной жизнью, они ходят в магазин, покупают хлеб, да, они платят коммуналку, они стараются как-то там детям чего-то, какой-то пряник купить, и так далее. И в это все накладывается на самом деле. И в этот момент у нас вот такие большие скандалы. Как вы отнеслись к ним? Смотрите, это ведь прямой вопрос. Да? Вот вы говорите, я там верил этим парням. Я тоже знаю людей массу. Они говорили, слава богу, сейчас придет Зеленский, договорятся, будет это ЛДНР в составе Украины. Или хотя бы каким-то образом будем ездить туда-назад. Договорятся, чтобы были какие-то официальные контакты. А я же ездил, между прочим. То есть какие-то моменты. Я жил там. Смотрите, во-первых, хочется сказать, я посматриваю ваши эфиры, не только вас. Я вообще в целом очень интересуюсь политической жизнью. И начал я интересоваться ей, когда я сам непосредственно столкнулся с этим еще в 2014-2015 году. Не потому, что я так захотел, а потому, что жизнь заставила. И сейчас, наблюдая за всем этим, и ваши эксперты, которые с вами сидят, часто они говорят одно и то же. А кому выгодно снимать Зеленского? Вот сейчас кому выгодно? Америке? Великобритании или России? Да он всем выгоден, понимаете? Да, сейчас они, возможно, притопнут ножкой и скажут, Володя, ты смотри, у нас там варианты есть, там, если что, можем надавить на тебя, и там есть компромат. И я уверен, что на этих пленках, это же еще Гончаренко, там, по-моему, месяц, когда только вообще зашли слухи,
Там рассказали четко. Там есть Зеленский. И разговор идет о Зеленском, о том, что он все это знал. И сейчас просто, знаете, вот выливают такими некими дозами, знаете, небольшими укольчиками Зеленского, как мне кажется, что ты давай не перегибай, мы вот если что, можем надавить, понимаете? Так что иллюзия того, что это что-то исправит, что-то, у него, видите, уже там, и оказывается, он не гражданин Украины, и санкции интересные, да, то есть, как культурный вид деятельности все-таки можем вести, и он как бы уже и Израиль там, и все остальное. То есть, мы видим, что это некая иллюзия борьбы. Мы покажем всем вам. Да, ребята, мы же свойские пацаны, вы помните, которых мы выбирали? Мы же такие же, вот, сейчас всех посадим. Там какой? Это мой Свинарчук, да? Да, конечно, сейчас все сядут, сейчас всех посажу. А реалии вот такие. Понимаете? То, что сформировался свой новый класс олигархов. Да, поборолись вроде бы как с прошлыми, хотя, опять же, огромный вопрос у меня касаемо того, как с этим борются и боролись, касаемо Коломойского и всего остального. Там злые языки много разговаривают, рассказывают, в каких условиях это все происходит и сидится, но не об этом. Просто это все иллюзия обмана. Они заставляют вас поверить в то, что они могут, они следят, и они наказывают за коррупцию. Но, мне кажется, нет ни одного государства в мире, где настолько крутая судовая система. Украл $1 миллион, внеси заставу 1 миллион гривен, и мы тебя отпустим. Где такое еще возможно? Реально. Но сейчас крадут как не в себя. Понимаете, сейчас, мне кажется, Янукович, просто Янукович, да, там, и Порошенко, они смотрят на Зеленского и думают, а так можно было? Вот так вот? Вот так вот, понимаете, они в шоке, я уверен. Но это реалии нашего мира, и как бы тут нечего добавить. Тут вопрос, что украинцы готовы обманываться. Готовы и дальше обманываться. Тут не то, что готовы, понимаете. Вот опять же, все выходит вот в иллюзию того, что у украинцев есть выбор, понимаете? Нет у них выбора. Не могут они сказать ничего. Понимаете, вот сейчас там, да, вот, коррупция плохо, выходим все на Майдан. Да там сразу. Почему силовые структуры, они не подвергаются мобилизации? Возможно, потому чтобы они были лояльны государству. А почему увеличивается штат этих сотрудников? Ведь служба СБУ была увеличена с 41 тысячи до 50 тысяч. Вот сейчас, в этом году. И службы только увеличиваются, хотя, казалось бы, фронт трещит. А почему? Да потому что такие, как вот вы говорите, почему вы не говорите? Да потому что нельзя. Не могут украинцы ничего говорить. Они не могут выйти на улицу и сказать, что мы против. Давайте, да там нет такого, понимаете? Это какие-то реалии, которые были когда-то. Все, забудьте. Нет такой возможности сейчас. Просто нет ее. Люди не самоубийцы заниматься этим. Хотя, подчеркиваю, да, я же жил в Одессе. И все-таки даже в моем окружении было много тех, кто поддерживает Зеленского. Как бы это ни было иронично, есть такие люди. Я никогда ни с кем из своего ближайшего окружения никогда не говорил за политику, потому что я понимал, что моя мысль, она немножечко не солидарна, и как-то, знаете, выделяться на фоне других просто не хотелось. Но то, что это происходит, это факт. Понимаете? Об Одессе. Макс, об Одессе. Смотрите. Сейчас Одесса, убрали мэра, сказали, у него российский паспорт, показали какую-то липу, он там судится, его тоже судят. Нормальный процесс, в общем, управление четко президентское. Есть лысак, СБУшник, которого пригнали, поставили, городом будешь управлять ты. Тут объявил, кстати, уже заканчивается месячник чистоты в Одессе. То есть, нам как говорили. Ужасно, я вам честно скажу, это просто очень страшно. Одессу надо защищать. Поэтому мы меняем, убираем мэра, которого когда-то избрали, и ставим своего человека. Но как меняется Одесса, мы видим. Пушкин в кубе, но не в математическом, а в конкретно фанерном. Его нельзя сносить, потому что памятник ЮНЕСКО. Вот придумали выход. Взять и заколотить. Заколотили Пушкина, переименовывали улицы, побили звезды, посносили. То есть, конкретно люди сейчас все соглашаются с тем, что Одессу перепрошивают. Как оцениваете этот процесс? Насколько это успешно происходит?
Во-первых, хочется сказать, что пропаганда в Украине, она невероятная. Мне кажется, Геббельс, он просто аплодировал бы стоя. Я вам честно скажу, потому что то, как умеют затуманить мозги людям, это что-то. Я хочу вот привести пример. У меня есть мой близкий друг. Он жил в Киеве на протяжении всей этой ситуации, и он уже почти перешел на украинский язык. И он-то вот, мы сейчас победим. Там вот треба... Он выезжает в Польшу, проходит 4, 5, 6 месяцев, он в шоке от того, что он раньше говорил вот это. Он говорил вот так, понимаете? То есть то, что говорят, что это навсегда, эта перепрошивка работает бесконечно. Нет, люди перепрошиваемы. Им что навязывают, то оно и остается. И вот этот вот пример, да, который я сейчас, собственно, хочу сказать, что буквально какие-то месяца проходят, и все, человек приходит в себя, он уже шокирован, уже не хочет возвращаться в эту Украину, да, и всеми этими методами. А насчет Одессы, мне вообще вот вы затронули там два гражданства, и вот мне интересно, а что будет, если начнут сейчас у всех так, да? То есть всех снимать, у кого двойное гражданство, у кого даже когда-то оно было. То есть, просто, мне кажется, не останется и государственников. А насчет перепрошивания Одессы, вы знаете, люди, чем больше запуганы, тем меньше говорят. И будет складываться впечатление, что они перепрошиваемы, они, да, податливые, они говорят, но они просто не будут доносить свою точку зрения, потому что они понимают, что это сейчас нереально. И, знаете, вот там зашили Пушкина, там еще какие-то... Но у меня, как человека, который жил в Одессе, я особо об этом не переживаю. Я переживаю о том, что одесские села вымерли, понимаете? Там не осталось мужиков. Потому что примечательно, ТЦК начала работать не с больших городов, а с маленьких, с сел, с ПГТ, когда люди там не могут отмазаться, не могут дать деньги. И я лично был в этих селах, я лично снимал это на видео, я показал общественности это, да, ролик посмотрело 3,1 миллион, «Беспредел ТЦК», первая часть, там, где я показал, что села вымерли. Вот что самое ужасное. Самое ужасное то, что людей похищают, людей забивают и кидают на фронт без возможности отмазаться, если у тебя нет каких-то друзей, знакомых, влиятельных. Если ты не друг или не сын там какого-то депутата и так далее. Вот что самое страшное. А то, что там зашьется там, не знаю, Потемкинская лестница или там оперный театр, потому что это тоже там было создано когда? При каких реалиях? Что это изменит? Что-то изменит кому-то. Но самое важное другое – это люди. Это то, что сейчас происходит. Понимаете? Вот это вот меня единственное, что тревожит. А то, что там кого-то что-то, это мало меня задевает, честно говоря. А за что идет война тогда? Если вот так расправляются с людьми. Есть очень много... это часто повторяется, да, там у меня гости тоже на канале повторяют, что Украина как бы превратилась в концлагерь. И вот это вот ваше видео, да, перейдите, посмотрите, просто чтобы там не пересказывать отдельные моменты. Видео побега из Украины. Там вот эти эмоции, когда вас там поместили во временную, эту бытовку, да. Вы преподносите это как номер, как нечто такое. Была горячая вода, не была горячая вода. Дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что вы там говорите очень вещи важные. Вы говорите, мы только переплыли, еще вещи мокрые лежат там где-то. А вы говорите, что тут люди какие-то относятся к тебе нормально. А в Украине все злые, смотрят из-под лобья, скажем так, находясь в этой атмосфере. Понимаете? И тогда возникает, правда, этот глобальный вопрос. За что тогда идет война, если людей стреляют по пути, когда они пытаются бежать, плыть, нырять, не знаю, в общем, убегать. Людей ловят, убивают, обезжиривают, отправляют на ноль. Делают это быстро. В учебках не пойми, что происходит. И дальше. В это время, понятное дело, определенные граждане, как выяснилось, Израиля, они крадут, делают это с размахом, а у Европы берут деньги. А люди, я понимаю, о чем вы говорите, да, от них нельзя требовать повстаний, каких-то еще, для них они стараются выжить. А люди это все молчат, и кажется, что их перепрошили. Так
А какая финальная точка? Наверняка думали об этом. Ну, во-первых, насчет того, почему. Ну, давайте начнем с того, что у каждой страны свой интерес. У Украины это вроде бы как один интерес, у России это другой, у Великобритании третий, у США четвертый. Но мне кажется, из всех этих стран, которые я перечислил, единственное, кто особо на это не обращает внимания, это, увы, Украина. Потому что сейчас не идет борьба, как мне кажется, за сохранение государственности, сохранение территории и так далее. Потому что, ведь были варианты куда лучше сохранить территории, сохранить людей, что самое важное, да, люди, сохранить. Они этого не хотят. У них нет этой цели закончить эту войну, понимаете? Нет этой цели. Они готовы воевать очень долго, бесконечно. Это же как круто, да, с их стороны. А выборов нет. Править можно бесконечное количество времени. Деньги льются рекой, такой, которое даже ты позавидовала бы. То есть такого никогда не было. А там же можно где-то немножечко еще и подурвать. Причем хочется отметить, что не только они-то урывают, как мне кажется. Еще и люди, которые выделяют эти, да, деньги там с Европы или еще что-то. Мне кажется, они тоже имеют место быть, да, какие-то там схемки, муточки. Но честно вам скажу, куда все идет, куда все это, знаете, просто можно как Гордон, да, делать прогнозы, все идет к этому. Или вот завтра закончится война. Но куда все идет, никто не даст вам ответ. Потому что мы не знаем итога. Когда он будет, тогда мы сможем сделать какой-то вывод, как-то, понимать со стороны, что вообще происходило. Сейчас мы видим вот это. Не-не-не, подождите. Вы извините, пожалуйста, но вы человек, который сбежал. Так. Вы человек, который понимал, от чего я писал, от чего он бежал. Так. Вы человек, который, более того, понятно, что это в полушутку, но тем не менее, вы радуетесь, что вы не находитесь там, потому что там все идет не туда. Именем войны, которую никто не хочет заканчивать. И вы не понимаете, к чему все идет, если война не за государственность. Вы сейчас хотите сказать, что идет все к тому, что все будут воевать до последнего украинца, за то, что просто людей в Украине не останется. Но я не хочу этого говорить. Потому что это ужасающие вещи, понимаете? Вот у вас многие эксперты говорят, война до последнего украинца. Но я был там, я был внутри этой страны, то есть не просто украинцев, а людей, моих соседей, которые живут там, где-то в Одессе, на Каманина, там, где я жил, да, или в Киеве, там, где у меня много друзей осталось. Понимаете, в чем дело? Как я могу к этому вот так вот спокойно отнестись? Это такие вещи, как человеческая жизнь, на мой взгляд, самое важное, да, что есть. И сейчас вот у меня вопрос, да, что будут говорить потом вдовам, матерям, да, вот тем людям, где сейчас отцы, братья, папы в Вернограде, в Купинске, в окружении. И им не дали возможности отступиться, выйти. Они там, понимаете? Даже уже, я смотрел некоторых военных экспертов, некоторые там русские военкоры, они говорят, типа, что они даже специально оставляют небольшой зазор, да, чтобы можно было выйти. Там километр-два из какого-то окружения, и они прекрасно понимают, что они не будут уходить. Они не будут выходить оттуда. Потому что просто командование их там оставило и оставит. И потом что говорить этим, это ужасно, сиротам, да? Вот как быть, когда ты остался без кормильца, остался без мужа, без сына? Понимаете? Это же ужасно, это просто самое худшее, что может произойти. И это повсеместно, повсеместно. То есть, да, про потери сейчас никто не говорит, но мы же с вами прекрасно понимаем, что это не 40 и не 50 тысяч человек. Это просто ошеломляющие цифры, которые даже в голове не вяжутся, понимаете? И это все только, вот я вам сейчас отвечу, да, то, что вы хотели услышать, это только и будет усиливаться. Ловить будут больше. Война будет усиливаться, потому что нет никаких перспектив на то, что там сейчас некоторые заявляют, мир скоро, там война закончится скоро. Да не закончится она скоро. Вот это мое личное мнение. Не закончится. Будет перемалывание.
Военные эксперты говорят, что в России какая тактика, да? Это 1000 порезов. То есть, ну, вот понемножечку, и они идут вперед, они проходят, у них это получается. А украинское государство занимается тем, что нам абсолютно все равно, что будет с этими ребятами, с этими пацанами, мужиками. Там мы их туда кинем, там, может, это порешают и так далее. Я-то не буду воевать. Мой друг-то не будет воевать. Мои дети-то где? Не здесь. Понимаете? И все. И воюют другие за интересы других. Не за свои интересы. Люди в Украине не воюют за... Ну, ладно, не хочу об этом говорить, я думаю, и так сильно эмоционален. Просто честно скажу, вот момент того, что в целом так много людей погибает. Вот сейчас мы с вами говорим из теплых студий, как и многие другие эксперты, но в данный момент гибнут люди и с одной стороны, и с другой стороны. И для меня нет того, что там россияне, они там вот такие ужасные там и так далее. Да ну это все, это люди. Это, ну, это брат, ну, там, да, многие говорят, там, братские народы, как это так, но это так, ну, я вот жил в Луганске, ну, и сейчас вот такое происходит ужасно. Друзья, подпишитесь на канал Макса Рудады, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Вот такая встреча у нас получилась. Хочется еще добавить, что есть мой телеграм-канал Макс Рудада, который, возможно, будет в описании. И я там делаю розыгрыши на деньги, чтобы у людей было больше, скажем так, соблазна подписаться. Так что, если у вас есть возможность и вариация это сделать, можете присоединиться ко мне. Да, пишите в комментариях, что думаете по поводу нашей беседы, чтобы точку поставить. Когда Макс Рудада вернется в Украину? Банально, когда мне не будет угрожать опасность. Это раз. Во-вторых, честно сказать, я понимаю, что в ближайшие, наверное, лет 10 я не смогу появиться там. Потому что люди, увы, затуманены неправдой, в которой я являюсь каким-то прокремлевским, которым я являюсь каким-то ИПСО. И что хочется сказать, вот да, кратенько, насчет того, что вот мой ролик сделал какой-то резонанс. Но ни одно украинское СМИ об этом не написало. Никто об этом не выставил телеграм-канал, паблик. Никто об этом ничего не рассказал, понимаете? Вот в очередной раз показывают, как работают наши там, соцсети и все остальное. И также к тем, кто говорит, что я агент ФСБ, агент Кремля. Российские СМИ тоже не шибко-то об этом написали. Хотя, если бы такой же человек был в России, который сбежал, я вас уверяю, украинцы бы из этого сделали такой инфоповод. Я был бы в телемарафонах с утра до вечера. У меня были бы бигборды там, где я рассказываю об этом всем. А в России, все равно. Рядовой ролик. Всего-то навсего я показал, что в реальности, в действительности там происходит. И все СМИ закрыли глаза, они не видят, они не замечают этого ничего, понимаете? И вот хочется сделать так, чтобы действительно мир наступил как можно быстрее и как можно прочнее. Так что спасибо большое вам за возможность поговорить. И до новых встреч, конечно, да. Будем встречаться. Напишите, интересно ли продолжение интервью. Многие моменты, конечно, мы не осветили. Вот такая. Да, очень. Я еще не успел там, кстати, готовился там уже там и к этому, и к другому, а тут как-то у нас... Вот такой разговор, такая встреча. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.